Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике у нас будет бюджетная сборка основания Inhe ND11S с накладками. Наконец-то до меня дошли накладки китайской фирмы Loki Arthur Europe. Несмотря на то, что накладки у нас Europe, по ощущению они очень жесткие. То есть если смотреть по европейской шкале, по моему мнению, это примерно 53-55 градусов. То есть накладки у нас не мягкие, на медленном основании. Итак, что у нас по зацепу? На предмет зацепа. Зацеп у накладок очень сильный и при этом очень качественный. Есть ощущение, что накладка красная, она чуть зацепистее, чем черная. Учитывая, что накладка у нас китайская, первым же делом мы проверяем у нее липкость. Липкость у накладки очень слабая, но на ощупь ее практически даже нет. То есть у нас верхний слой накладки не такой, как у липких накладок. Красная то же самое. В короткой игре, конечно же, учитывая, что у нас накладка очень сильно жесткая, никаких у нас непредсказуемых вылетов не будет. Также на подрезке чувствуется очень качественный зацеп мяча. То есть нету никакого такого ватного ощущения, как у дешевых китайских накладок. То есть вот, видно, что мяч у нас вылетает не вверх, как частенько на дешевых китайских накладках, что зацеп не особо качественный, и при запиле он чуть-чуть подвылетает. Видно, что мы мяч именно за счет зацепа направляем вперед. Итак, ценовая категория этой ракетки примерно 5500-6000 рублей. Это если мы будем покупать эту сборку в Китае. Если мы эту сборку будем покупать в России, конечно же, цена у нас будет немного дороже. Учитывая тот фактор, что у нас ракетка ценового диапазона 5500, соответственно, и спрос с этой ракетки будет как за 5500. При плоском ударе у накладки чувствуется, что катапульты практически никакой нету. В этом ударе скорее уже участвует именно доска. Доска у нас не быстрая, доска у нас, даже сказал бы, медленная, класса off-минус. В целом, если отрабатывать накаты, у нас сборочка очень хорошо вот это подходит. Справа то же самое. Справа то же самое. Особо такой сильной катапульты на накатах у нас нету, но и плоский удар, как бы есть ощущение, что на плоских ударах нету какой-то у ракетки конкретики. То есть он куда-то в разные точки летает. Это скорее, конечно же, недостаток именно самой доски. Перейдем к топ-спинам справа. Учитывая тот фактор, что накладка имеет очень хороший качественный зацеп, есть ощущение, что топ-спины ей вращать очень хорошо. То есть нет ощущения, что мяч у нас свалится, можно прям посильнее угол подзакрыть. Так, это было черной. Но несмотря на то, что у нас две накладки одинаковые, будем пробовать и красной делать, и черной. Есть ощущение, что у красной накладки, как и у всех китайских накладок, которые делают в Китае, красная накладка немного отличается от черной. То есть у красной накладки угол вылета, он немного повыше, чем у черной. То есть черная накладка у нас куда-то летит больше вперед, это чуть-чуть повыше выбрасывает мяч. Гошан, по вращению есть? Одинаковое вращение? Гоша говорит, что вращение у накладок одинаковое, но по углу вылета лично я чувствую, что как бы красная повыше чуть летит, черная чуть-чуть больше, как бы, то ли чуть больше скорости у нее. Сейчас мы поделали топ-спины справа, увидели, что зацеп у накладок очень хороший, скорости, конечно же, не хватает, но всегда, когда я буду говорить какой-то недостаток этой ракетки, всегда имейте в виду, что цена ракетки 5500, соответственно, и уровень игры, и спрос этой ракетки будет именно примерно такой. То есть освоение техники, освоение топ-спинов. Главное, чтобы был хороший зацеп.
Слева то же самое, чувствуется, что доска у нас медленновата, и эта доска не продавливает накладки. То есть было бы интересно посмотреть эти накладки уже с одним слоем бустера, раз, и на хорошей какой-нибудь доске. Но имеем, что имеем. То есть слева то же самое, топ-спины отрабатывать и делать, в принципе, никаких проблем не составляет. Итак, мы сейчас поделали самые базовые элементы, это топ-спины. Что скажу, ракетка полностью отыгрывает свои деньги, то есть основная задача, чтобы был хороший зацеп, было хорошее вращение для освоения техники, чтобы именно качественный зацеп был, чтобы мяч у нас постоянно не сваливался и нужно было его продавливать. Конечно же, на эти накладки есть ощущение, что доска у нас немного мягковата, и нужно, если хотите усиливать, нужно прям будет сильнее продавливать. И на более таких карбоновых каких-нибудь основаниях, конечно же, эти накладки будут играть и быстрее, и при этом у нас качественный зацеп остается. Уверен, этот обзор был для тебя полезен, поскольку на российском рынке фирма Loki только начинает завоевывать сердца любителей настольного тенниса, потому что очень много было распродаж на Озоне именно фирмы Loki. Абсолютно разной ценовой категории. Была ценовая категория и полупремиального класса, поскольку эти накладки считаются, если покупать в России, конечно же, 3700 рублей за эти накладки это слишком много, и можно купить что-то европейское, оно будет намного лучше. Но если покупать в Китае, это до 2000 рублей вполне играбельный вариант. То есть, если цель именно качественное вращение, качественный зацеп, и чтобы мяч у вас сильно вперед не летел. Не забывайте подписываться на социальные сети ВКонтакте, на мою страницу, на страницу Гоши, подписываться на канал, ставить лайки. Пока!